Свистать всех наверх. Пентагон собирает сотни генералов на секретную встречу. Зеленский сделал заявление о своей отставке. Молдавский Абрамович вернулся на родину после долгих лет скитаний в наручниках. Индия готова на уступки в вопросе закупок российской нефти, но есть нюанс. Урок для западных отбеливателей-диктаторов. Бывшего президента ждет дорога дальняя и казенный дом. Сохранил колхозы, потерял урожай. Немецкие фермеры развенчали миф о крепком хозяйственнике. Такой лояльности позавидовал бы даже Трамп. В Кыргызстане депутаты парламента решили расстаться с мандатами раньше времени. Как пережить тиранов и дожить до мира? Советы врачей. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Владимир Зеленский сделал громкое заявление. Президент Украины утверждает, что не собирается оставаться у власти и готов обратиться к парламенту с инициативой провести выборы. Но при условии, если будет достигнуто перемирие, подчеркнул украинский лидер в интервью влиятельному американскому изданию Axios. Если мы закончим войну с русскими, то да, я готов не идти на выборы, потому что не это моя цель – выборы. Я очень хотел в трудный период времени быть со своей страной и помогать своей стране. Моя цель – закончить войну. Зеленский добавил, что в случае согласия России на прекращение огня на 3-6 месяцев или иной срок, он будет способствовать организации выборов. Одновременно Владимир Зеленский в том же интервью Axios дал совет российским чиновникам на то время, пока перемирие не достигнуто. Им нужно знать, где находятся бомбоубежища. Им это необходимо. Если они не прекратят войну, это бомбоубежище им в любом случае понадобится. Зеленский добавил, что попросил у Дональда Трампа предоставить Киеву ракеты, которые позволят наносить удары по стратегически важным российским объектам. По словам президента Украины, такие удары, которые должны побудить Владимира Путина начать переговоры, поддержаны хозяином Белого дома. Накануне парламентских выборов в Молдову наконец доставили беглого олигарха Влада Плахотнюка. Фигуранта нескольких уголовных дел некогда называли хозяином Молдовы. Влада Плахотнюка привезли под конвоем в Кишинев рейсом из Афин. Плахотнюк был задержан в Греции еще в июле при попытке вылететь в Дубай, но тамошние власти приостанавливали экстрадицию. Позднее это решение было отменено. В Молдове на Плахотнюка оформлены ордера по 3 делам, включая громкое расследование о краже $1 миллиард в 2014 году из банков страны. Свою политическую карьеру Плахотнюк начал в окружении бывшего президента-коммуниста Воронина. В 2010-15 годах он вышел из тени, став депутатом парламента от Демократической партии, а в 2016-м ее председателем. К этому времени, как пишут СМИ, Плахотнюк стал контролировать в стране не только банки и медиа, но и силовые структуры и суды. Прокуратура считает, что в деле 2014 года Плахотнюку помог Илон Шор, пророссийский политик, который играет важную роль и в текущей политике страны. Нью-Дели дает задний ход в вопросе закупок нефти у Москвы. Власти Индии готовы отказаться от российского сырья, но есть нюанс. Как пишет Bloomberg, индийская делегация в ходе недавнего визита в США заявила администрации президента Дональда Трампа, что значительное сокращение импорта российской нефти возможно только при условии, если Вашингтон разрешит возобновить закупки нефти у других стран, тоже находящихся под санкциями Ирана и Венесуэлы. Как сообщил источник агентства, делегация из Нью-Дели повторила эту просьбу на встречах с американскими официальными лицами. Индийские представители предупредили, что одновременное прекращение поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы, 3 крупных мировых производителей нефти, может привести к резкому росту мировых цен. Этот разговор состоялся после того, как США ввели строгие тарифы на индийские товары в качестве наказания за покупку российской нефти. Несмотря на эти меры, Индия продолжает закупать сырье у Москвы, хотя и в меньших объемах. Министр торговли Индии
Индии Пьюш Гоял заявил, что страна намерена увеличивать закупки американской нефти и газа, заявив, цитируем, «Наши цели в сфере энергетической безопасности будут в значительной степени связаны с США». Важная новость для западных политиков, испытывающих теплые чувства к зарубежным диктаторам. Николя Саркози приговорили к 5 годам тюрьмы по делу о предполагаемом финансировании его предвыборной кампании 2007 года ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Парижский уголовный суд признал бывшего президента Франции виновным в преступном сговоре. При этом арест отложен. Фактическое заключение состоится после вызова в Национальную финансовую прокуратуру, которая назначит дату начала отбытия наказания. Обвинение утверждало, что Саркози якобы договорился с режимом Муаммара Каддафи о получении средств для кампании в обмен на помощь в возвращении Ливии на международную арену. Суд, однако, оправдал Саркози по обвинению в коррупции, подчеркнув, что доказательств фактической передачи ливийских денег на кампанию нет. Несмотря на это, приговор фактически предполагает тюремное заключение, даже если бывший президент подаст апелляцию. Саркози отвергает обвинение, называет дело политически мотивированным. Ненависть поистине не знает границ. Я приму на себя ответственность. Я выполню постановление суда. И если они действительно хотят, чтобы я ночевал в тюрьме, я буду там ночевать. Но с высоко поднятой головой. Я не виновен. Это несправедливость, скандал. И я не буду извиняться за то, чего не совершал. Кроме бывшего президента, по делу осудили целый ряд его приближенных. Приговор оказался гораздо строже, чем ожидали многие наблюдатели, и привлек внимание всей Франции. Это серьезный сигнал, свидетельствующий о том, что безнаказанности пришел конец, даже если вы из высшего эшелона республики. И это не политический процесс. И это означает, что теперь, если вы политик, вы должны отвечать за свои действия. Помнится, в бытность президентом Саркози и к Путину испытывал теплые чувства. Вот бы еще и этим вопросом следователи поинтересовались. Пентагон срочно собирает беспрецедентную встречу. Шеф ведомства Пит Хексет приказал сотням генералов по всему миру прибыть на морскую базу морской пехоты США в Вирджинии на следующей неделе. Как пишет The Washington Post со ссылкой на неназванный источник, цель этого собрания остается неизвестной. Директива, которую издание называет крайне необычной, была разослана практически всем высокопоставленным офицерам США, работающим по всему миру. Как пишет газета «Весть из Пентагона», посеяло смятение и тревогу. Представитель военного ведомства подтвердил изданию, что министр действительно планирует обратиться к высшему военному руководству в начале следующей недели. Но никаких дополнительных деталей в ведомстве не привели. Интересно, пьют ли по этому поводу валидол в Москве, Пекине или хотя бы в Каракасе? Звонкая пощечина Александру Лукашенко, несменяемому диктатору Беларуси, утерли нос в вопросе разведения картофеля. И кто? Немцы. На 32-м году правления крепкий хозяйственник довел страну, которая в составе СССР была лидером в производстве этой аграрной культуры на душу населения и кормила вторым хлебом чуть ли не половину Союза, к печальным итогам. Только с начала текущего года цены на картошку в Беларуси выросли на 127%. Но дело не только в том, что продукт активно вывозили в Россию. Дело в тотальном госконтроле, который позволяет сохранять власть, но губит инициативу. У бывшего директора совхоза дела идут гораздо хуже, чем даже в советское время. За последние 20 лет посевные площади картофеля в стране сократились более чем в 3 раза. В то же время в Германии, как замечает немецкая волна, в этом году ожидается сбор рекордного урожая картофеля. Цены на продукт не только не поднимаются, но и упали на 15% по сравнению с прошлым годом. Что об этом думаете? Пишите в комментариях. Парламент Киргизии проголосовал за самороспуск и проведение досрочных выборов, назначив их на 30 ноября текущего года вместо ноября 2026. Формальная причина – развести парламентские и президентские выборы, которые запланированы на январь 2027 года. А почти одновременное проведение этих двух кампаний создало бы серьезную финансовую и организационную нагрузку. Решение о распуске приняли 60 депутатов. Именно столько требуется по закону при инициативе не
менее 1/3 парламента. Подавляющее большинство голосов принадлежит партиям, лояльным президенту Садыру Жапарову, который пришел к власти на волне протестов 2020 года. Любой лидер в демократической стране позавидовал бы такой преданности депутатов, готовых по намеку президента ранее срока расстаться с мандатами. Но злые языки утверждают, что правление Садыра Жапарова отличается автократическим стилем управления, сильной концентрацией власти в руках главы государства и систематическим подавлением инакомыслия. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы, независимые СМИ закрыты, а журналисты подвергались задержанию. Были приняты новые законы, направленные на ограничение деятельности независимых медиа. Идут десятилетия, а кое-что неизменно продолжает косить людей по всей планете. Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться главной причиной смерти в мире. Согласно исследованию Global Burden of Disease, на которое ссылается New Atlas, с 1990 по 2023 год примерно каждая третья смерть в мире наступала именно из-за проблем с сердцем и сосудами. В рамках исследования, осуществляемого Институтом оценки состояния здоровья Университета Вашингтона, тысячи ученых со всего мира изучали данные о 376 болезнях в 204 странах. Оказалось, что несмотря на развитие медицины и технологий, количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний возросло за последние десятилетия с 13 миллионов в 90-м году до 19 миллионов в 2023. Ученые подчеркивают, что эта угроза во многом контролируема. Главные факторы риска – высокое давление, повышенный уровень холестерина, ожирение, малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем и хронический стресс. Контроль этих факторов позволяет значительно снизить вероятность сердечного приступа, инсульта или других осложнений. Дорогие зрители, пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья. Хочется же посмотреть, чем все это закончится. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.